Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Ну и смотрите, с чего бы хотелось начать. Во-первых, давайте я отвечу сразу на вопрос по поводу комментариев. Да, там есть разговор о том, что было бы неплохо ставить тайм-коды. Я понимаю, что некоторые видео выходят достаточно длинные, но это все зависит от того, насколько, скажем так, большая информация за это время скапливается к этому моменту, да, и когда мы делаем обзор недели, ну, тут по короткому не получится. Я пробовал, иногда бывали там моменты, когда довольно был, так скажем, простые абсолютно дни, когда не было никаких серьезных статистик и, соответственно, факторов, которые могли повлиять. Для этого как раз, господа, я и делал короткие обзоры. У вас есть короткие обзоры, если вам, как говорится, не столь интересно в этот момент проследить всю цепочку событий и так далее, вы можете посмотреть короткое видео, которое там меньше минуты, как правило, и конкретно говорит только о прогнозе. А тайм-коды, господа, это дополнительные объемы работы, которые, поверьте мне, совершается и так очень немало. И поэтому делать еще и тайм-коды, ну, извините, у нас таких возможностей просто чисто по энергозатратам просто уже не хватает. Поэтому уж извините, если интересно, тогда смотрите полный обзор, если не интересно, тогда можете смотреть короткие видео, они тоже как бы существуют, да. Значит, смотрите, давайте дальше быстренько тогда разберемся. Значит, смотрите, на самом деле сегодня будет видео действительно короткое, по одной простой причине, потому что основное событие, конечно, в среду, да, то есть мы ждем, естественно, ставки. Всю подробную информацию, что мы ждем на этой неделе, вы можете посмотреть выпуск обзор недели, который был сделан в воскресенье, да. Но, собственно говоря, еще почему он будет короткий, я вам сейчас покажу буквально на двух, можно сказать, графиках, которые сразу, как говорится, поставят все на свои места. Значит, смотрите, открываем сразу нефть, да. И смотрим, вот смотрите, она у нас была сегодня в начале в районе 73.60 и до 12 часов падала. Открываем индекс доллара. И что мы видим? Доллар был на максимальных значениях 103,9. И как только в 12 часов он начал падать, да, вот здесь у нас падала нефть, вот этот период весь, пока он держался. Стоило ему только начать падать в 12 часов, как нефть пошла расти. Вот и все, господа. Вот, собственно говоря, на этом, можно сказать, обзор можно и заканчивать. То есть это ровно то, о чем я вам говорил. Весь механизм, который сейчас работает, это работает на подавлении нефти. И не более того. И все вот эти банковские кризисы и так далее, все это полная хрень. Я вам сейчас это докажу. Вот смотрите. Идем в наш телеграм-канал. И смотрите, вот тут одна фраза буквально, которая фактически определит и среду, и вообще все, что происходит. Представители ФРС, скорее всего, согласятся с президентом ЕЦБ, Кристин Лагард, я вам говорил, она сегодня выступала, которая на прошлой неделе подчеркнула, что компромисса между ценой это имеется в виду инфляцией, и финансовой стабильностью, это имеется в виду как раз сбитие ее на 2%, не существует. Это было очень сильное заявление, которое предполагает, что любые проблемы банковского сектора не сорвут цикл ужесточения. Вот и все, господа. Вот ровно все, что нужно было знать на самом деле на сегодняшний день. Все эти кризисы, я вам сразу сказал, это дубинка, которой они управляют. И они четко понимают, если они заявляют о том, что они будут продолжать повышать ставки, и они делают это уверенно, значит никакого кризиса нет. Зато очень удобная дубинка для того, чтобы ронять цены на нефть. И вот мы сегодня видим абсолютно ту же самую картину. Пока доллар высокий, цена на нефть не растет, да, вот она, а наоборот падает. Как только доллар начинает ослабевать, сразу нефть растет. Это то, о чем я вам говорил, что она обязательно свои значения восстановит. И все, естественно, ждут ситуации, связанные со ставкой, потому что как только ставка будет принята, а мы теперь тоже получаем, соответственно, из всей вот этой информации ответ, что ставка будет как минимум на 0,25, однозначно. ЕЦБ уже приняла на 0,50, и это опять, соответственно, нам сигнал, так как ФРС немножко держит ниже ставку, потому что они начали раньше. Соответственно, 0,25 однозначно. Иначе произойдет то, о чем я вам говорил тоже неоднократно, это нефть начнет резко восстанавливать. И 78, вот этот уровень, который они продавили специально, да, когда вот были вот эти все манипуляции, когда был придуман этот банковский кризис, потом, собственно говоря, они под этот кризис разогнали спекулянтов, чтобы они начали открывать продажи, закрытие опционов и так далее. И вот это все привело к тому, что в итоге 78 мы пробили. Сейчас этот, естественно, процесс идет в обратную сторону. Как только будет принято решение со ставкой, будет восстановление. 78
И именно поэтому индекс доллара, господа, у нас держит, смотрите, диапазон от 103,5 до 104,5. Он не уходит, обратите внимание, вот он сегодня немножечко начал уходить за 103,5 и тут же будет возвращаться. Как только будет принята ставка, а она будет 0,25 как минимум, он, естественно, поднимется сюда и опять вот в этом диапазоне начнет давить нефть. Так что, в принципе, больше, наверное, уже и ничего даже и не надо знать. Значит, смотрите, по облигациям у нас, облигации у нас по факту сегодня уходили в район 3,6, да, но что произошло? Аукционы сегодня прошли и тут же оказались хуже. Облигации сразу пошли вверх. Сразу, вот я вам говорил, что надо будет отслеживать сейчас ситуацию непосредственно с облигациями тоже, да, как они размещаются, потому что, естественно, на этом будет укрепляться доллар. И вот смотрите, если мы сейчас посмотрим, допустим, на 5 минут, тоже, да, то смотрите, у нас аукцион проходил в районе 6 часов, по-моему, если я не ошибаюсь. Даже чуть позже, по-моему, около 6 часов. Ну вот, и облигации пошли в рост. Вот 6 часов уже идет рост. А до этого они, вот они, да, падали у нас. В 12 часов уже начали разворачиваться. И вот, собственно говоря, к 6 часам мы выходим на более высокие значения. Это говорит о том, что аукционы проходят хуже. До этого на прошлой неделе они проходили намного лучше. Поэтому я вот здесь вам постоянно здесь стал отмечать вот эти аукционы по размещению 6-месячных и 3-месячных и так далее. Да? Смотрите, значит, что мы сегодня ждали, господа? Базовую кредитную ставку по Китаю, да, она, в принципе, оказалась неизменной, как, собственно говоря, и предполагалось. Ну и, кстати, смотрите, господа, также нельзя вот этот момент выкидывать из, как говорится, информационного поля, да, это прежде всего, конечно же, и это будет связано, естественно, и с рублем. Смотрите, также отметим, что на этой неделе рынок могут поддержать продуктивные переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина. И я тут же поставил свое, как говорится, комментарий, возможно, рубль тоже. Потому что на самом деле, действительно, встреча Си Цзиньпина с Путиным, они сейчас имеют огромное значение. Фактически там могут быть куча всевозможных договоренностей по обходу санкций и так далее. И, естественно, это может сильно повлиять на финансовую систему, однозначно, абсолютно. И весь мир замер тоже в наблюдении, собственно говоря, насколько, соответственно, эта встреча пройдет продуктивно. Теперь смотрите дальше, также еще пробежим. Смотрите, по поводу НДПИ. Они у нас в марте начинаются в районе 28-го будет срок уплаты, а 25-го будет подача декларации, то есть буквально через 5 дней. Да? То есть пока у нас еще поддержка экспортерами тоже сильно не оказывается рублю, ну и в целом она вряд ли довольно сильно как-то повлияет. Да? Значит, смотрите, что мы ждем завтра, господа. Остатки резервов Федеральных резервных банков США. Я думаю, это будет довольно показательный момент для того, чтобы понять, насколько у них там, собственно говоря, ликвидности, помимо той, которую они начинают печатать. Да? Дальше. Продажи на вторичном рынке жилья США. Это фактически, как вы понимаете, по рынку недвижимости. Выступление представителей ЕЦБ, опять НРИН, это очень важно будет, потому что все вот эти комментарии, вот я вам только что показал, что сказал Лагард, и уже на этом можно делать большие выводы. Да? Дальше, акцион по размещению 52-недельных казначейских векселей, и вот они уже начали у нас расти, да, все двухлетки, соответственно, десятилетки видно. Дальше, недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти API. Вот с этого, господа, все начнется. Начнется это, правда, не в течение дня, а уже ближе к вечеру, потому что вот эти данные по нефти выйдут непосредственно, как я вам говорил, ночью. И вот здесь мы сразу увидим динамику. И также мы увидим сразу динамику по индексу доллара. Поэтому на данный момент он немножко ослаб, но опять же к вопросу, а насколько у нас это помогает рублю? Да никак не помогает. Как вы видите, в моменте мы уходили в район 77-76 даже, да? Вот у нас до 70, ну, тут вот по Форексу конкретно 67, а вот непосредственно по Томорроу, так называемый, да, то есть непосредственно сегодняшний, да, у нас, вернее, завтрашним, у нас курс здесь находится на 77.50, да, то есть, в принципе, как я говорил, вот эта вот пока граница еще не пробита, но в целом мы видим, да, смотрите, доллар ослаб, он практически со 104 упал на 103. А что мы видим опять у нас по рублю? А никаким образом он у нас не укрепился. Вот даже если здесь мы посмотрим, да, давайте включим вот опять 5-минутку, чтобы было наглядно. Так, здесь мы не увидим 5-минутку, понятно, потому что здесь все у нас сразу размывает. Давайте включим один день и тогда включим
естественно, не Форекс, а вот он, да, наш непосредственно график. Вот здесь он 5-минутку покажет. Значит, смотрите. Вот был момент, да, вначале было укрепление вплоть до 7770, да, и после этого все, пошла распродажа, 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 но, опять же, мы не сильно ушли, 77 мы по факту все равно фактически удержали, да, и никаких там 76.50 и так далее, хотя нет, был момент, до 76.50 мы доходили, но, как видим, мы сразу отсюда пошли опять на восстановление. То есть, я говорю, сильного укрепления по рублю уже не будет, и 76.50 это, скорее всего, последнее было касание. Уже постепенно это все будет передвигаться в районе 7,7. Тем более, смотрите, ставку на 0,25, скорее всего, естественно, подымут. Соответственно, укрепление доллара однозначно продолжится. По рублю, как я сказал, никаких поддержек нет. Но, смотрите, на самом деле российский рынок сейчас очень неплохо начал расти. Прям просто максимально быстро. Там Сбербанк пошел, как только заговорили о возврате дивидендов. Но надо учитывать, что это пока только слухи, да. Там ВТБ уже об этом говорил, слухи и непосредственно получилось, отчеты показали. Ну, то есть российские драйвера, конкретно российского рынка, они сейчас пришли в движение. Что, наверное, тоже может оказать определенную поддержку рублю, но, опять же, на сильное укрепление тоже я бы не рассчитывал. Потому что, еще раз говорю, основные валюты против рубля все равно будут продолжать укрепляться. Мы это видим, да. Если посмотреть, кстати, американский рынок, вот мы тоже сегодня можем понаблюдать эту картину. Давайте прям сразу опять включим у нас 5-минутку. Более наглядно у нас это будет. Вот смотрите, да. Была попытка выйти вплоть аж до 3,880. Это вот та зона, которая уже начинается, можно сказать, медвежий рынок в ту сторону, да. То есть это еще не будет медвежий рынок, но это уже та зона, почему она красным здесь обозначена, которая уже ведет как раз к медвежьему рынку. А вот непосредственно 3,800 это уже конкретно граница, с которой начинается медвежий рынок. А вот это получается рейнджевая зона, но как раз в стороне как раз к медвежьему рынку. И вот здесь, смотрите, мы отскочили и восстановили 3,940. Здесь, смотрите, опять падение было, да, в моменте, когда доллар еще был крепкий. Как только, собственно говоря, в 12 часов, помните, 12 часов он перестал у нас расти, вот смотрите, да? Этот что у нас? Это вот DXY, да, как раз. Вот смотрите, к 12 часам, вот он перестает расти и начинает падать. Вот, видите, все. И, собственно говоря, и наш, естественно, S&P тут же, вернее, американский, да, начинает расти. Все. То есть и нефть начала расти, соответственно, и рынок начал расти. То есть понятно, опять эти механизмы в очередной раз вам просто демонстрирую, да? Поэтому здесь, естественно, ситуация какая может быть? Как только, соответственно, нефть, запасы выйдут, и если она дальше продолжит, естественно, рост, индекс доллара сразу пойдет вверх, и S&P тоже, соответственно, начнет опять падать. То есть опять могут погрузить на 3,880. Но надо учитывать, что здесь ситуация, конечно, в ожидании ставки. Все ждут ставку. Все ждут ставку. Ставка, скорее всего, будет 0,25. На это, скорее всего, тогда рынок отреагирует положительно. Но я вам, господа, хочу сказать, что и нефть, скорее всего, тогда тоже пойдет вверх. И вот тогда все будет приступать к подавлению опять индекс доллара. Так что вот такая у нас, господа, формируется сейчас картина. Еще раз напоминаю, что, конечно же, вот переговоры Си Цзиньпина с Владимиром Путиным окажут определенную поддержку, но вряд ли это будет прям такая поддержка, которая прям очень сильно, как говорится, поддержит рубль, да. Также смотрите, повышение на 50 базисных пунктов было бы безрассудным. Но сохранение ставки означало бы, что банковский кризис вытеснил борьбу с инфляцией. Это еще одни тезисы, да, которые подтверждают, что, учитывая обстоятельства, повышение на 25 базисных пунктов кажется правильным. То есть опять в очередной мы получаем подтверждение, что все-таки ставка будет подниматься. Ну и, соответственно, исходя мы из этого, мы делаем выводы, что рубль будет ослабляться. Теперь смотрим, давайте посмотрим, куда у нас может уйти доллар-рубль. Смотрите, вот здесь я показывал вам в районе 77. 50, 77, 70, вот там уже будет некий, скажем так, зона, где может столкнуться с сопротивлением. Чисто физически, чисто вот технически, никакое там не, естественно, фундаментально. Фундаментально, как мы видим, у него, в принципе, особых, как говорится, пределов нет. Все будет зависеть от того, как быстро будет восстанавливаться цена на нефть. Если цена на нефть будет быстро восстанавливаться, мы можем вернуться к диапазону опять 7,6, там 7,650, да. Если все-таки цены на нефть окажутся подавленными, то тогда мы можем опять начать двигаться в район 77-50. Если смотреть по евро,
Ну, здесь, как я уже сказал, 82, 70 и 83 уже становится реально. Но тут главное, чтобы, прежде всего, надо пройти 82-70. Это, скорее всего, опять же, будем ждать ожидания по ставке в среду. А там будет понятно, будет выпущена она, соответственно, или нет. Но пока, в данный момент, это является пределом. То есть 82, там, 75, да, или 70. Это пока предел по евро. И мы посмотрим сейчас по Форексу. 82, вот мы, пожалуйста, мы как раз тоже не смогли пробить, даже на Форексе. Поэтому на самом деле 82.70, то есть около 83, это 82,5, есть определенная зона, которая может достаточно активно сдерживаться. Да? Дальше смотрим. Ну, также потому, что мы понимаем, доллар укрепление, значит, соответственно, против евро это тоже будет играть. А вот юань, да, господа, смотрите, все-таки закрепляем мы 11.20. И уже двигаемся к 11.30 и к 11.40. Ну и, как я уже говорил, проекция в районе 11.50. Вот такая, в принципе, картина идет по юаню. Здесь, ну, как бы уже вот чисто технически никаких мы сопротивлений не видим, а рубль, как я уже сказал, ослабевает. Ну вот, в принципе, господа, если подвести итоги, вот такая у нас получается картина. То есть, на самом деле, опять же, ждем, естественно, среду. Завтра готовимся. Вот эти все данные будут выходить, но они как бы будут сопутствующе влиять, да. Опять же, скорее всего, больше против рубля это будет, поэтому четко понимаете, что, скорее всего, никакого укрепления сильного рубля не будет. То есть, рубль будет продолжать слабеть, но, опять же, диапазон будет достаточно ограничен. То есть, вот 77.50 это, скорее всего, та зона, куда мы в итоге можем и прийти, да, по доллару. По евро, я уже сказал, это в районе 82, около 70, 82-70, да, и по юаню это вот 11.20, хотя, смотрите, на Форексе мы чуть ниже сейчас находимся, а мы видели, что 11.20, 1.30, 1.40, вот эта зона, куда юань вполне еще может выйти, может быть, даже на закуп ходили и теперь могут опять двигаться выше. Так что вот такая картина. Напоминаю также, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а непосредственно финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций, да. По поводу длины роликов, еще раз я вам говорю, что все зависит от того, сколько информации и насколько быстро ее можно, как говорится, развернуть. Когда рассматриваешь целую неделю, естественно, ролик будет по-любому длиннее. Так что с тайм-кодами извините, но короткие как раз прогнозы делаются для того, чтобы, если не интересует общий обзор, да, так что, в принципе, можете ориентироваться на них. На этом, естественно, еще раз напоминаю, что каждый день будем продолжать сейчас снимать следующие выпуски, поэтому подписывайтесь. И, соответственно, в пятницу будем подводить итоги. Еще раз говорю, 76.50 ставлю как фактически прогноз непосредственно на откате. То есть это чисто воды коррекционные. А по максимуму я уже вам сказал, что 77.50 и в сторону 78. Так как пока рублю поддержки никакой нет, но встреча с Цзиньпином и, соответственно, ситуация общая на российском рынке выглядит сейчас очень неплохо. То есть, в принципе, поддержка рублю определенная, скажем так, чисто по сектору рыночному, скажем, оказывается. Но мы видим, что все-таки укрепление других валют, они приведут к тому, что он будет ослабевать. Поэтому это надо тоже момент учитывать. Так что в пятницу подведем итоги, посмотрим в итоге, где мы закроемся. Ну а в воскресенье, соответственно, будет обзор следующей недели. На этом, господа, я заканчиваю. Подписывайтесь и будьте в курсе.